Всем привет, вы на канале Польза.нет, с вами Саня, и сегодня я представлю вам свой топ-10 смартфонов стоимостью до $330. Если на пальцах, то на данный момент до 20 тысяч рублей, хотя все зависит от того, какой курс поставит Али. Сразу проговорю некоторые упрощения относительно данного топа. У всех смартфонов из этого топа есть мультитач на 10 касаний, у всех смартов данного топа нет беспроводной зарядки, что неудивительно. Я считаю это минусом. У всех смартфонов, кроме одного, отсутствует влагозащита, это тоже недостаток, как по мне, но не за такую цену. На всех смартфонах способы разблокировки смартфона с помощью графического ключа или пин-кода в наличии. На этом останавливаться не буду, так как самые примитивные устройства имеют данную функцию по умолчанию. Я же буду отмечать лишь биометрические способы разблокировки смартов. Полноценные обзоры на все смарты из данного топа с распаковкой, всеми характеристиками, результатами синтетических тестов и примерами фото, видеосъемки, микрофонов доступны по ссылкам в описании к видео, так же как и их покупка. Но напоминаю, что покупать что угодно стоит только во время сейлов. Тогда вы можете доступно и выгодно что-то приобрести. Подписывайтесь на канал с колоколом, ставьте лайк за труды. Не забывайте, что есть 5 свежих топов помимо этого на канале перед ноябрьской распродажей. Это топ браслетов, топ часов, топ наушников до $50, топ наушников от $100 и топ флагманов. Не забудьте подписаться с колоколом, поставьте лайк за труды. Любой комментарий, оставленный вами, помогает каналу, но не меньше 5 слов, иначе YouTube считает это спамом. Напоминаю, что iPhone 14 разыгрывается на канале, и помимо iPhone 14, разумеется, разыгрывается 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно 30 числа на стримах. Начинается же мой топ с 10 места, это Redmi Note 11 Pro. Довольно старая, но по меркам нынешнего времени неплохая модель. У нее есть быстрая зарядка на 67 Вт, полноценная поддержка сетей 5-го поколения, к сожалению, нет нужных в Российской Федерации, опять же не в глобалке. В глобалке она есть. Наличие КПорта, разъема под проводные наушники, стереозвук и гибридный слот под 2 сим-карты или одну симку и карту памяти. Комплект стандартный для нормальных производителей, не экономящих на своих пользователях. Есть блок питания и комплектный силиконовый чехол. И защитная пленка, разумеется, на экране. Всем привет пикселю, да, которые не наклеивают их. Спасибо Xiaomi, что не идешь на поводу у маркетологов, хотя бы в этом ценовом диапазоне. Samsung тоже, кстати, привет. Размеры у смартфона чуть выше средних, а весит он 211 граммов. Это немало. 4 расцветки на выбор, что радует. Тыльная часть из матового стекла, рамки из пластика, сканер отпечатков пальцев, кнопки питания. Удобное и практичное решение, как по мне, хотя многие от него уже отошли. Дисплей на 6,67 дюйма выполнен по технологии AMOLED, разрешение 1080 на 2400 точек. Алиафобка есть и неплохая. Плотность пикселей по мне идеально, 395 ppi, больше и не надо. Пиковая яркость 1200 нит. На солнце все видно хорошо, частота обновления экрана на выбор 60 или 120 Гц. Тач на 360 Гц, шим небольшой, автояркость отрабатывает хорошо. Always on Display есть, распознавание лица срабатывает шустро, как и сканер отпечатка пальца. Процессор MediaTek Dimensity 920, графический процессор Mali G68 MC4. Интерфейс китайский, MIUI 12.5 на базе Android 11 версии, возможно уже 12 прилетела, но опять же напоминаю, что существуют глобалки. Я просто рассказывал о китайской версии смарта, и там железо то же самое, и результаты тестов, разумеется, те же самые. Оперативки на выбор 6 или 8 гигабайт типа LPDDR4X, внутренняя память UFS 2.2 на выбор 128 или 256 гигабайт. Слот для сим-карт гибридный, есть поддержка Wi-Fi 6 версии, сетей 5G. Вибра хорошая, но настраивается только уровень тактильной отдачи. Bluetooth версии 5.2, модуль NFC есть, устанавливать MirPay можно. GPS-модуль поддерживает 6 различных навигационных систем. Имеет точность 1,2 метра в городских условиях. Аккумулятор имеет емкость 5160 мАч, в PC-марке выдал 7 часов 56 минут при 120 Гц и максимальной яркости экрана. Заряжается полностью смарт ровно за 1 час. Основной блок камер состоит из 3 модулей, основной на 108 мегапикселей, ширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и телефото модули на 2 мегапикселя. Запись видео доступна максимум в 4К 30 FPS, фронталка на 16 мегапикселей может снимать видео максимум в 1080p и 60 FPS. Минусы. DC-диминга нет у китайских версий смартфонов, нет в прошивке русского языка, это касается всех Xiaomi-шных смартов, в отличие, например, от смартфонов Realme, там даже если вы покупаете китайца или бренд IKEO, тоже BBK-евский, у вас всегда будет русский. Нет вентов в 7-х и 20-х, нет беспроводной зарядки, нет защиты от влаги. Резюмирую, несмотря на то, что модель не самая свежая, она отвечает всем требованиям современного пользователя, имеет неплохой запас мощности, на нее еще будут прилетать обновления пару лет, и все эти плюшки вы можете купить на сейле сейчас за вполне адекватный ценник. Ультраадекватный, я бы сказал, относительно ультраэконома, который продается сейчас. На 9-м месте моего топа Xiaomi Civi, и это самый интересный смарт с точки зрения того, что его создавали по мне специально
специально для девушек, либо для людей, которые любят какие-то эстетические штуки. Потому что внешне он по мне максимально женский. Притом Civi 2 уже есть в продаже, я его уже купил, в телеге скидок скидывал. 27 600 он стоил вчера, но только китайская версия. Пока глобалки я не видел, хотя напоминаю, что при желании всегда можно, если есть у модели глобалка, накатить глобальную версию на нее. Кроме Realme GT Master Explorer Edition и Master Explorer Edition 2. Это у Realme аппараты. К сожалению, они в глобалке не выпускались. Либо все смартфоны бренда IQO. Притом у бренда Oppo глобалки есть. Но это лирика. Перейдем же к Xiaomi Civi. К плюсам данной модели я отнесу компактность, довольно приличные 500 тысяч баллов в Antutu, а также небольшая фишка — подсветка фронтальной камеры 2 LED светодиодами. Также у него неплохая автономность, и он довольно хорошо снимает. Комплект поставки, к сожалению, очень скромен, кроме смарта, переходника с Type-C на мини-джек, макулатуры и силиконового чехла в комплекте больше нет ничего. Ну ладно, есть еще ключ для извлечения сим-карт. А где блок питания? Хотя бы кабель Xiaomi. Но мне вот так пришел он, и я думаю, так у всех. Смарт очень компактный, весит он 167 граммов, 3 расцветки корпуса на выбор, можно подобрать себе понравившуюся, если найдете. Дизайн привлекательный, рамки алюминиевые, тыльная крышка стеклянная. OLED-дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. Звучание у смарта стерео вполне неплохое. Есть поддержка Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless. Вдобавок в настройках звука есть кастомный эквалайзер, за что отдельное спасибо, и капорт в наличии, слот для сим-карт прорезинен. Дисплей имеет размер 6,55 дюйма и разрешение 2400 на 1080 точек с плотностью пикселей 402 ppi, что хорошо, напоминаю, мой золотой стандарт 400 ppi, и это отлично для потребления любого вида контента, только если вы в 4К что-то не скачиваете специально, чтобы потом на маленьком смарте смотреть и увеличивать пальчиками. Пиковая яркость экрана 950 нит, не максимальная, что я видел, но достаточно для того, чтобы гулять на солнце. Есть отображение 100% расширенного цветового пространства DCI-P3, частота обновления экрана 60 или 120 Гц, автогерцовки нет. Шим у экрана минимальный, автояркость работает хорошо и корректно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев в экране или распознавания лица. Сканер отпечатков расположили довольно низко, но привыкнуть можно. Работает вся биометрия без проблем. Внести данные можно только до 2 лиц, за что спасибо. Внести данные можно до 2 лиц, за что отдельное спасибо. Не у всякого смарта это встретишь. Proц Qualcomm Snapdragon 778G, графический процессор Adreno 642L. Не самые свежие, но показывают вполне достойные результаты. Интерфейс MIUI 13 на базе Android 12 версии, оперативки на выбор 8 или 12 гигабайт с возможностью расширения ее до 3 гигабайт из встроенной памяти. И это припарка для трупа, как говорится. Почему? Потому что вы же понимаете, что внутренняя память от оперативной отличается скоростью. И то, что вы там добавлять будете из внутренней памяти до упора в оперативку, это бесполезное дело. Внутренняя память же на выбор 128 или 256 гигабайт типа UFS 2.2. Не знаю, кто и когда решил добавлять опцию виртуального добавления оперативки, но я думаю, это был маркетолог. По моим наблюдениям, еще раз повторяюсь, ни один из смартфонов, находившийся у меня в тестах, лучше от этого работать не стал. Бывало, что хуже. Привет, Realme. Есть поддержка Wi-Fi 5 версии и сетей 5G. В 4G сетях есть только 7 и 20 бенда не завезли. Опять же, это не глобалка, это в китайской версии. Запись разговоров в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи, что важно. Есть поддержка VoLTE, Bluetooth версии 5.2, есть модуль NFC, GPS-тест в городских условиях показал точность 3 метра. Аккумулятор на 4500 мАч в PC-марке показал время работы в 7 часов 5 минут при 120 Гц экрана и максимальной яркости. Есть поддержка быстрой зарядки на 55 Вт и полностью смарт заряжается за 47 минут, что неплохо. Тротлинг-тест смарт прошел не очень хорошо. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и 2 LED вспышек. Основной модуль на 64 мегапикселя, ультраширик на 8 с углом обзора в 120 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Запись видео доступна максимум в 4К 30 FPS. Цифровая стабилизация отрабатывает великолепно. Фронталка на 32 мегапикселя может снимать видео максимум в 1080p 60 FPS и делает это довольно неплохо. Очень советую вам смотреть примеры всех видео, что есть в обзорах данных смартфонов на канале, потому что одно дело, что я рассказываю, а другое дело, когда вы реально увидите, как они снимают и как после обработки YouTube, а YouTube сжимает качество, вы будете все это видеть, допустим, если вы будете выгружать в сеть. Очень многие же для этого смартфоны покупают. 2 LED-вспышки по краям экрана позволяют делать хорошие фото и видео в полной темноте. Минусы: экран полуводопад мне не нравится, играть на таком дисплее лично мне не особо комфортно. Нет мини-джека, хотя бы переходника в комплекте. Разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0 это минус, как по мне. DC-диминга не завезли, нет оптической стабилизации видео, роллинг-шаттер на фронталке неприятно удивил. В основном он отключается у всех смартов, этот роллинг-шаттер, при отключении стабилизации, но нет поддержки карт памяти, комплект поставки расстроил. На выходе вы получаете компактный смарт со своими фишками в виде вспышки
плюшки фронтальной камеры, но с некоторыми недостатками. А учитывая тот факт, что компактные Android-смартфоны на рынке можно пересчитать по пальцам одной руки, это вполне себе неплохой вариант. Realme GT2, он стоит сейчас минимальных денег. Плюсом данного смартфона я отнесу 1,5 миллиона баллов в Antutu E. У него вроде бы стандартная камера на 50 мегапикселей, но качество съемки отменное и сумасшедшая автономность по PC-марку. И да, DC-диминг в наличии, что тоже плюс. Комплект поставки стандартен для Realme, блок питания на 67 Вт, чехол, защитная пленка на экране. Ничего не забыли, за это спасибо. Размеры для его диагонали экрана стандартные. Весит смарт 203 грамма, рамка, к слову, пластиковая, и это грустно. 4 варианта расцветки порадуют вас возможностью выбора. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии, звук у смарта стерео, усеченная, так как при этом используется разговорный динамик. AMOLED дисплей размером 6,62 дюйма имеет разрешение 2400 на 1080 пикселей, плотность пикселей 398 ppi, есть поддержка DCI-P3, пиковая яркость 1300 нит, которая хватит даже на ярком солнце, частота обновления экрана на выбор 60-120 Гц или автогерцовка, DC-диминг, повторяюсь, в наличии, при том его можно включить даже при 120 Гц экрана. Шим есть, но более чем адекватный. Автояркость работает без замечаний, Always On дисплей есть полноценный, сканер отпечатков пальцев работает неплохо, распознавание лица работает быстро и стабильно. Процессор Qualcomm Snapdragon 888, графический процессор Adreno 660, производительности хватает с избытком. Интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии, оперативка LPDDR5 на выбор 8 или 12 гигабайт, внутренняя память есть на выбор 128 или 256 гигабайт типа UFS 3.1. Также есть поддержка Wi-Fi 6E, сетей 5G, а для 4G есть только 7-й бенд. Звучание при звонках хорошее, собеседника слышно отлично. Есть функция записи звонков без уведомления собеседника, вибромагнитопорная настраиваемая, Dolby Atmos на борту, но только для внешних устройств. Bluetooth версии 5.2, NFC модуль есть, Mir Pay работает, GPS на смарте двухдиапазонный, имеет поддержку 5 видов спутниковых систем. Точность в городских условиях 3 метра стандартная. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, в PC-марке показал время работы в 9 часов 27 минут, но для этого процессора практически рекорд это. И это на 120 Гц и максимальной яркости экрана. Полностью от родной зарядки смарт в выключенном состоянии зарядился за 50 минут. Не рекордные показатели, но каждый раз время зарядки было разное. Тесты синтетики в отдельном обзоре есть. Кому интересно, заходите, смотрите. Блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Основной модуль на 50 мегапикселей с сенсором Sony IMX766 с оптической стабилизацией. Затем сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием на 4 сантиметра. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS. Фронталка на 16 мегапикселей с сенсором от Sony может снимать на видео максимум в 1080p 30 FPS. Основной модуль снимает просто отлично, да и фронталку вроде бы подтянули по качеству видео, но не по разрешению. Но она у всей линейки BBK не очень. Так что, кому важно качество фронталки, обязательно смотрите в сторону других брендов. Samsung, Xiaomi, Яблоко. Минусы: нет мини-джека и К-порта, нет поддержки карт памяти, разъем USB Type-C версии 2.0, это неплохо. Когда же у них закончатся комплектующие для медленных разъемов, правда? Нет защиты от влаги, нет 20-го бенда в 4G в китайской версии смарта, нет беспроводной зарядки, и главный минус, что с момента старта продаж прошло больше полугода. А вы помните, надеюсь, что у любого аппарата есть определенный срок программной поддержки. Так вот, она на данный смарт меньше на полгода. И еще один момент: нужно смотреть на срок изготовления смартфона, желательно. Если он изготовлен был 9 месяцев назад, то это значит, что батарея все это время слегка надеградировала. Ну и еще один минус — это то, что он сейчас стоит 22 тысячи. Это ультра дешево, но в этот топ он запихивается с трудом, если вы будете использовать баллы, если Али эти баллы подключит. Ну, вы поняли. Вроде бы все подводные камни осветил. Если они вас не пугают, это великолепный выбор с топовыми спеками, отличной съемкой камеры за свои деньги и вылизанной оболочкой. Рекомендую. На 7-м месте моего топа расположен OnePlus Ace. К плюсам данного смартфона я отнесу мощное ЗУ на 160 Вт, отличный дисплей, производительный процессор и хорошее железо. Ну и главным плюсом является, разумеется, фирменная оболочка. Защитная пленка наклеена на дисплей на заводе. Качественный силиконовый чехол идет в комплекте. К слову, поймать его до $330 довольно сложно, но можно. И я приобретал его даже еще дешевле 300. Поэтому следите за телеграм-каналом скидок и смотрите за Али. Реально купить его до 20-ки. Смарт не выглядит монстром по размерам, весит 187 граммов, не так и много, как у некоторых конкурентов. Дизайн непривычный, смотрится хорошо. Рамка смартфона по ощущениям пластиковая, а на корпусе расположены качели регулировки громкости, разъем питания, динамик основной разговорный, звук у смартфона стерео с поддержкой Dirac Audio Tune и Hi-Res Audio. Салазки под сим-карту прорезинены. Fluid OLED дисплей размером 6,7 дюйма имеет разрешение 2412 на 1080 точек. Защищен он стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии, есть поддержка
поддержка HDR10+, и 10-битного цвета. Плотность пикселей 394 ppi, пиковая яркость 950 нит, позволяет спокойно пользоваться смартом на солнце. Частота обновления экрана на выбор 60-120 Гц или адаптивная, по всей видимости она включается на 120 Гц, так как отдельного пункта в меню нет. Автояркость работает хорошо, полноценный Always On дисплей на борту. Биометрия представлена стандартная, сканеры отпечатков пальцев в дисплее работают хорошо и распознавание лица тоже. Можно персонализировать экран под свои предпочтения с помощью нескольких настроек в меню. Процессор MediaTek Dimensity 8100 Max, графический процессор Mali G610 MC6. Производительности хватает на любые задачи. Интерфейс OxygenOS версии 12.1 на базе Android 12 версии. Весь интерфейс, разумеется, на русском языке, это же BBK. Оперативка LPDDR5 на выбор доступна 8 или 12 гигабайт. Есть опция виртуального расширения вашей памяти, внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 или 256. Про оперативку напоминаю, что виртуальное расширение бесполезно, каждый раз буду напоминать. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, 5G, ненужного нам. Для 4G есть только 7 бенд, опять же, глобальной версии ACE я не встречал, напишите, если вы встречали. Пока это только китайская версия, но все равно все на русском языке, 7 бенд, напоминаю, есть. Вибра хорошая, Bluetooth версии 5.2, NFC модуль есть, MirPay встает без проблем. GPS модуль, естественно, на борту с поддержкой 4 видов навигационных систем. GPS-тест в городских условиях стандартно показывает точность в 1 метр. Емкость аккумулятора 4500 мАч. В PC-марке Smart показал время работы в 7 часов 28 минут на максимальной яркости при 120 Гц, что неплохо, как по мне. И это при том, что я тестировал Smart с 94% заряда. Хотя по большому счету PC-марк все равно рассчитывает так, как будто у вас 100% заряда было. Полностью смартфон заряжается за 22 минуты, это прям очень быстро. В синтетических тестах все окей, в отдельном обзоре есть все, и как и по камерам. Основной модуль у камер состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Основной модуль Sony IMX 766 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, ширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Видео пишет Smart максимум в 4К 30 FPS, что странно, может быть допилят и докинут туда 60 FPS. Фронталка на 16 мегапикселей может снимать максимум в 1080p 30 FPS. И это один из 2 смартфонов, который я тестировал на Твиче при онлайн-выгрузке того, каким образом вы играете, без всяких карт захвата. Это дело имело возможность лютым образом не тормозить, не прерывать трансляцию. И это великолепно по стабилизации смартфона, если вы хотите одновременно играть и стримить. Минусы тоже есть. Нет мини-джека, нет ЭК-порта, нет направленного микрофона у основной камеры, нет поддержки карт памяти, разъем питания USB Type-C версии 2.0, нет кастомного эквалайзера, нет защиты от пыли и влаги, нет DC-димминга. Шим есть, к сожалению, так что можете иметь это в виду. По поводу того, что DC-димминг включается в разработчике или еще где-то, друзья, давайте договоримся, что если есть функция DC-димминга, она есть, а если она вшита в инструментах разработчика, то я считаю, что ее нет, потому что 99% пользователей туда просто не полезут. Нет 20-го бенда для 4G сетей, нет беспроводной зарядки, нет 60 FPS для основного модуля. Стабилизация работает только при 1080p 60 FPS, ультра-стаб. Резюмирую, смартфон хорош, несмотря на то, что это клон клона даже внутри корпорации BBK. Но отлично выглядит, и его глобальная версия чуть дешевле, чем у конкурента от Realme. Кто бы мог подумать, правда, что OnePlus станет местами дешевле Realme. На 6-м месте моего топа OnePlus Ace Racing Edition. К плюсам данного смарта я отнесу довольно неплохую съемку видео в 4К 30 FPS. Сразу спойлер, ценник, потому что сейчас за день до обзора я выкладывал его на телеграм-канале скидок за 17 900. Когда-то я его покупал за 18 600 и был пониженный курс, и это самый крутой смарт для одновременного стриминга и игры из супер-супер среднебюджетных. То есть он самый дешевый в топе, исключая Xiaomi, но самый стабильный. Это максимально стабильный аппарат, он отлично проходит все стресс-тесты, у него отличная стабильная работающая оболочка. Размеры у смарта стандартные, весит он 207 граммов, как iPhone 13 Pro, немало. Комплект поставки полный, есть и защитная пленка, и блок питания на 67 Вт, и чехол. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка пластиковая. Кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, претензий к ее работе у меня не было. 2 динамика, основной и разговорный, дают хорошее стереозвучание, есть 4 пресета для звука, салазки для сим-карт прорезинены, IPS-дисплей, внимание, здесь не AMOLED, все, кто спрашивают, а где же IPS? Их очень мало, и вот он один из них. На 6,59 дюйма имеет разрешение 2412 на 1080 точек. Плотность пикселей 405 ppi, он плоский, у него нет шима, естественно, а за это можно сказать спасибо OnePlus. Пиковая яркость 600 нит, на ярком солнце яркости вам, скорее всего, не будет хватать. Это же IPS. Видно, что-то будет, но играть точно не сможете. Персонализировать экран под свои предпочтения можно в настройках, за что отдельный респект. Частота обновления экрана 60 или 120 Гц,
Гц. Тач на 240 Гц отрабатывает тест на дискретизацию хорошо. Автояркость экрана работает отлично. Биометрия представлена сканером отпечатков пальцев, кнопки питания и распознавание лица. Все работает быстро, лицо распознается даже под углом. Внести данные можно только одного лица, и один и тот же отпечаток пальца два раза внести нельзя. Проц Mediatek Dimensity 8100 Max, графический процессор Mali G610 MC6. Интерфейс ColorOS версии 12.1 на базе Android 12 версии. Оперативка LPDDR5 на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1. На выбор 128 или 256 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, 5G сетей, в 4G сетях есть Band 7. Есть запись разговоров в стоке и без уведомления собеседника. Вибромоторчик приятный, настраиваемый, и это радует. Bluetooth версии 5.3 последний. Есть модуль NFC, так что оплата MirPay без проблем. И остальные плюшки NFC тоже можно использовать. Допустим, быстро подключать соневские наушники с NFC модулем. Как вы знаете, он для быстрого подключения. GPS-модуль, естественно, есть, поддерживает 5 видов навигационных систем, и точность определения у него всего 1 метр. Это же Dimensity. Это у Qualcomm 3 метра. Традиционно для этой платформы, к слову. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч. В PC-марке показал время работы 9 часов 44 минуты. Это результат я получил на 60 Гц при максимальной яркости. Заряжается смарт родной зарядкой полностью за 45 минут. Играть на смарте комфортно. Все результаты в отдельном обзоре вы увидите, если захотите. А я очень советую на него посмотреть обзор, он классный. Основной блок камер состоит из тыльной части из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основной модуль на 64 мегапикселя, сверхширик на 8 и угол обзора в 119 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Видео Smart пишет с основного модуля максимум в 4К 30 FPS, цифровая стабилизация на борту. Сверхстабилизация работает только в 1080p 60 FPS. Фронталка на 16 мегапикселей, снимать видео может максимум в 1080p 30 FPS. Традиционно для корпорации BBK они забили на фронтальный модуль, как и у всего. Ничего удивительного, во флагманах у них такая же беда, даже хуже встречается. Минусы: нет поддержки карт памяти, ИК-порта, разъем USB Type-C версии 2.0, кастомного эквалайзера нет защиты от влаги и пыли, нет 20-го бенда в 4G сетях, яркость экрана недостаточно, нет беспроводной зарядки, нет оптической стабилизации у камер, что печально, но неудивительно за такую стоимость. Резюмирую, это просто суперский смарт для игр. Если вы не боитесь не глобальных версий, то вообще не о чем думать. Если вам нужен IPS, при этом камеры здесь не ужасные, как у сугубо игровых смартов, и внешка отличная, и операционка хорошая. В общем, берите, если вам не критичные минусы, о которых я написал. На 5-м месте моего топа находится Poco X4 GT. К плюсам данного смартфона я отнесу наличие мини-джека, хорошие показатели в синтетических тестах, ИК-порт, и это клон Xiaomi Redmi Note 11 Pro, но с поддержкой 7 и 20 бендов. Еще одно отличие, что в нем нет варианта с 512 гигабайтами внутренней памяти. Комплект хороший, смарт-зарядка на 67 Вт, силиконовый чехол, кабель USB Type-C. Габариты стандартные, весит смартфон 201 грамм, у смарта есть мини-джек, ИК-порт, 3 цвета, корпуса на выбор. На корпусе есть кнопка питания с вмонтированным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, звук стерео, но не выдающийся. Есть кастомный эквалайзер, за что спасибо. IPS-экран имеет размер 6,6 дюйма, разрешение 2460 на 1080 точек. Он защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. Есть поддержка DCI-P3, плотность пикселей 407 ppi. Пиковая яркость 650 нит, яркости на солнце не хватает, как по мне. Зато шима не будет, так что всегда есть выбор. Функции для подстройки цветов экрана есть, за это спасибо. Частота обновления экрана 60, 90 и 144 Гц. Также есть динамическая герцовка, автояркость работает отлично, сканер отпечатков пальцев работает стабильно и быстро, распознавание лица срабатывает даже под углом, внести можно данные до 2 лиц, за что плюс, как по мне. Процессор Mediatek Dimensity 8100, графический процессор Mali G610 MC6. Интерфейс MIUI 13 на базе Android 12, последнего. Оперативка LPDDR5, и есть конфигурация только на 8 гигабайт. Может, какая-то новая появилась, но вот на данный момент так. Внутренняя память, внимание, UFS 3.1. Она быстрая. И на выбор 128 или 256 гигабайт. Традиционно есть поддержка Wi-Fi 6 серии, 5G сети, ненужные нам пока, и 4G. Все нужные бенды в них есть. Есть запись разговоров, но с уведомлением собеседника. Хотите без уведомления, только китайские версии смартов. Есть VO LTE, VO Wi-Fi, Vibra не совсем хорошая, настроить можно лишь уровень тактильной отдачи. Bluetooth версии 5.3, есть модуль NFC, работать с MirPay можно без проблем. GPS-модуль имеет поддержку 5 спутниковых систем и в городских условиях показывает точность 1 метр. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, и в PC-марке показал время работы в 8 часов. Тест проводился на максимальной яркости экрана и 144 Гц дисплея. Неплохой результат для IPS-ки. Заряжается аккумулятор полностью за 1 час 4 минуты, что не так быстро, как у близнецов. Результаты тестов отличаются от похожих на него по железу смартов. Основной блок камер состоит из 3 модулей и двойной LED-вспышки. Основной модуль на 64 мегапикселя,
мегапикселя, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Видео Smart пишет максимум в 4К 30 FPS, есть цифровая стабилизация, но работает она только при 1080p и 30 FPS. Фронталка на 16 мегапикселей может снимать видео максимум в 1080p и 60 FPS. Минусы: нет поддержки карт памяти, разъем питания USB Type-C версии 2.0, датчик приближения у меня работал некорректно, может быть допилили, но не факт, в Poco F3 же не допилили. Нет беспроводной зарядки, нет оптостаба у основного модуля камеры, что тоже неудивительно. Яркость экрана недостаточно. Резюмирую, по сравнению с предыдущей моделью Poco F3 этот смарт шагнул вперед, но по сравнению с его близнецами по железу он чуть слабее. Решать, как всегда, вам. Не забудьте, кстати, подписаться на канал с колоколом и написать в комментарии, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. Сегодня, допустим, я извратился, купил Xiaomi Redmi K50 Ultra и рассказал вам. Супер дорогой смартфон, но только для Китая. Посмотрите на канале и напишите в комментах, чтобы вы еще хотели увидеть. На четвертом месте моего топа Xiaomi Redmi Note 11T Pro. Это еще один брат по железу, но формально он выпущен другим производителем, хотя все взрослые, вы понимаете, что это всего лишь унификация производства в рамках одной корпорации. К плюсам данного смартфона, как и у его родственников от Poco, я отнесу наличие мини-джека, хорошие цифры в бенчмарках, неплохую камеру, достойный экран. Комплект идентичен предыдущему месту, все так же: зарядка на 67 Вт, чехол и защитная пленка никуда не делась. Стандартные габариты, как у всех смартфонов этого года, за редким исключением в виде Xiaomi Civi, Xiaomi 12X, обзор на который тоже, кстати, есть на канале, и ряда других. 3 расцветки корпуса на выбор, что неплохо, тыльная часть смарта из пластика, а рамка из металла. Кнопка питания снабжена сканером отпечатков пальцев, 2 динамика выдают стереозвук, но верхний динамик слабее нижнего, что неудивительно, так что стерео слегка урезанное. Есть Dolby Atmos и все дела. Также есть несколько пресетов, включая ручной эквалайзер. Никуда не пропали традиционные ИК-порты мини-джек, а вот в отличие от Poco, этот смарт имеет защиту от влаги и пыли класса IP53, официальную, хоть что-то. IPS-дисплей класса DisplayMate A+, имеет разрешение 6,6 дюйма, разрешение 2460 на 1080 пикселей и плотность пикселей 407 ppi. Есть поддержка DCI-P3, HDR10 и Dolby Vision. Есть настройка для персонализации экрана смарта под себя. Частота обновления экрана 60, 90 или 144 Гц. Также есть автогерцовка. Тач на 270 Гц. Тест на дискретизацию смарт проходит хорошо. Автояркость работает отлично. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно хорошо. Распознавание лица возможно даже под углом. Можно внести биометрические данные двух лиц. Жены за это вам скажут спасибо, как и девушки. Точно такой же, как у брата, процессор MediaTek Dimensity 8100, графический процессор Mali G610MC6, интерфейс MIUI 13 на базе Android 12 версии. По-моему, я это уже произносил, правда? Русского языка в прошивке нет, вот вам и отличие. Оперативка LPDDR5, на выбор доступно 6 или 8 гигабайт, внутренняя память UFS 3.1. На выбор есть варианты 128 или 256 гигабайт. Традиционно есть поддержка Wi-Fi 6 серии, 5G сетей. Для 4G нет бендов 7 и 20, так что жители небольших городков и деревень уточняйте перед покупкой варианта работы ваших сотовых операторов у вас в регионе. Хотя вполне возможно, все это будет изменено каким-то образом производителем, но пока так. Связь смартфон ловил, но не особо хорошо. Я живу в Ленобласти, так что решать вам. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны, датчики приближения не подводили, есть стоки запись разговоров и без уведомления о начале записи. Есть поддержка VO LTE и VO Wi-Fi, вибромоторчик линейный по оси X, нетопорный, настраиваемый по уровню тактильной отдачи. Bluetooth версии 5.3, NFC-модуль на борту, из навигации есть поддержка 5 навигационных систем, GPS показывает точность 1 метр в городских условиях, все максимально стандартно. Емкость аккумулятора 5080 мАч, в PC-марке Smart выдал 9 часов 5 минут при 144 Гц и максимальной яркости экрана. Заряжается смартфон в среднем за 48 минут до 100%, разряжается смарт медленно в играх или YouTube. Полный обзор на канале, кому интересно, смотрите. По камерам у Redmi Note 11T Pro такое же железо, как и у Poco X4 GT, основной модуль на 64 мегапикселя, сверхширик на 8 с углом обзора в 120 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Максимум видео пишет смарт в 4К и 30 FPS. Цифровая стабилизация работает только в 1080p 30 FPS. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей снимает видео максимум в 1080p и 60 FPS. В стандартное приложение для съемки вшит ряд полезных функций, которых нет у предшественника. Минусы: у китайской версии нет бендов 7 и 20 в 4G, нет русского языка в прошивке для Китая, в отличие от смартов Realme, например, повторяюсь тысячный раз. Нет возможности использовать карту памяти, разъем питания USB Type-C версии 2.0, яркости при прямом попадании света на экран не хватает, беспроводной зарядки нет. Резюмирую, интересный смартфон с современным железом, IPS-экран для тех, кто устал от шимы в AMOLED или кому не нужна сверхбольшая яркость экрана, адекватный ценник и куча предложений на Авито для
для тех, кто не хочет ждать версию из Китая. Хотя сейчас в Китае он стоит неприлично дешево, смотрите описание по ссылке. Либо еще лучше телеграм-канал скидок, там могут быть и приятнее, и веселее предложения. Третье место сегодняшнего топа занял Realme GT Neo 3 Global Edition. К плюсам данного смартфона я отнесу хорошую производительность, и да, если извратиться, даже его можно дешевле $330 купить. Практически свежее железо, включая оперативную память LPDDR5, внутреннюю память UFS 3.1, довольно мощный процессор, тач на космические 1000 Гц, хороший набор камер и очень адекватный ценник за это все. Смарт с завода обклеен неплохой защитной пленкой, комплект хорош, есть и зарядка на 80 Вт, а еще можно купить этот смарт с блоком зарядки на 150 Вт, но там ценник другой и аккумулятор другой. Также в комплект входит силиконовый чехол, так что не понадобится покупателю брать в магазине что-то по принципу для защиты на первое время. Размеры у смартфона средние для 2022 года, весит он 191 грамм, тоже не самый большой вес, вспомним еще раз iPhone 13 Pro Max. Тыльные части стекла, рамки алюминиевые, а с фронтальной части экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. Звук стерео, есть поддержка Dolby Atmos, салазки прорезинены, что хорошо, AMOLED-дисплей на 6,7 дюйма имеет разрешение 2412 на 1080 пикселей. Плотность пикселей 394 ppi, есть отображение 100% расширенного цветового пространства DCI-P3, частота обновления экрана 60-120 Гц или автогерцовка. Есть функция DC-димминга, но включить ее можно только в режиме разработчика, хотя мало кому понадобится включать данную функцию, так как шим минимальный. Always On Display полноценный на борту, в сканер отпечатков пальцев в экране встроена функция измерения сердечного ритма, кому-то она может быть интересна, но точно не мне. Распознавание лица срабатывает быстро и без проблем, можно зарегистрировать данные только одного лица, процессор MediaTek Dimensity 8120, графический процессор Mali G610MC6, интерфейс Realme UI на базе Android 12 версии, оперативки на выбор 6 или 12 гигабайт, есть виртуальное расширение до 5 гигабайт за счет внутренней памяти, на мой взгляд, повторяюсь, бесполезная, встроенный может быть 128 или 256 гигабайт, большинству этого хватит, но хотелось бы вариант еще с большим объемом памяти. Есть поддержка Wi-Fi, так как смартфон поддерживает пока не нужные нам 5G сети, а в 4G сетях есть бенды 7 и 20, что не может не радовать. В китайской версии смарта есть только 7 бенд, есть запись разговоров собеседника, но с уведомлением о начале записи, в отличие от китайской версии. Вибро хорошая настраиваемые, Bluetooth версии 5.3, NFC модуль на борту, можно устанавливать, например, MirPay для оплаты банковской картой. GPS модуль с поддержкой 6 навигационных систем работает, показывает точность в 1 метр, стандартно для процессоров от MediaTek. Аккумулятор емкостью 5000 мАч показал в PC-марке время работы 8 часов 38 минут на максимальной яркости и 120 Гц экрана. И полностью он заряжается за 37 минут. Не забывайте пользоваться родным кабелем и родным ЗУ, дабы получить максимально быструю зарядку. В играх смарт показал себя довольно неплохо, все результаты доступны в полном обзоре на смарт по ссылке в описании. Есть поддержка OTG, кому-то она понадобится. Результаты тестов радуют. По камерам основной модуль Sony IMX766 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией. Также есть ультраширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Видео смарт пишет максимум в 4К 60 FPS, фронталка на 16 мегапикселей может снимать видео максимум в 1080p 30 FPS. Минусы: нет АК-порта, нет мини-джека, нет направленных микрофонов в районе основного блока камер, что тоже неудивительно, так почти у всех. Разъем USB Type-C версии 2.0, что печально, нет кастомного эквалайзера, нет поддержки карт памяти, нет беспроводной зарядки, нет 60 FPS на фронталке. Резюмирую: хороший обвес, отличное ПО, приличная видеосъемка, довольно хорошо играть на таком железе. Если вы живете в большом городе, можно смело брать китайскую версию, и вы не почувствуете в разницу, кроме стоимости. На втором месте моего топа спойлер Realme Q5 Pro. Спойлер по поводу цены, потому что, опять же, его вчера я выкидывал за 16400. Realme вообще все скидывает. Напоминаю, что, допустим, позавчера в топе уже говорил, Realme GT2 Pro, внимание, стоит сейчас 26 тысяч. Это без использования баллов. Вы понимаете? Я его покупал за 46. В российском ритейле он стоил от 70, а мы его сейчас можем за 26 купить. Разумеется, никакой таможни до 1000 евро у нас нет. И если вы планируете на Али, кстати, покупать ноутбуки, напоминаю, что большинство ноутбуков продается через хаб. То есть, если вы даже видите Китай, производитель написал, таможни нет, вы его у него еще раз уточняете в личке и получаете свой ноутбук за 100 плюс 200 тысяч без всяких таможенных сборов. Вот такой вам лайфхак. К плюсам данного смартфона, помимо ценника, я отнесу поддержку съемки видео в 4К 60 FPS, самый стабильный процессор, и даже учитывая, что это китайской версии нет глобалки, есть русский язык в прошивке. А значит, пользоваться им можно без проблем
проблемы с коробки, ничего не перепрошивая, в отличие от Xiaomi, Poco и ряда других брендов. Максимальная проблема — это блок зарядки с китайской вилкой, на которую полно переходников по 10-20 рублей, да и несколько неудаляемых китайских приложений, которые прячутся просто в отдельную папку и блокируются. Все инструкции есть в открытом доступе. Комплект поставки стандартен для Realme Smart, защищенный чехол, блок питания на 80 Вт, защитная пленка на экране — все для людей. Smart имеет стандартные размеры для такого размера дисплея и весит 195 граммов. На выбор покупателю представлены 3 варианта расцветки. Дизайн интересный из-за текстуры шахматной доски на тыльной части смартфона. Тыльная часть выполнена из стекла, рамка пластиковая, а экран покрыт Corning Gorilla Glass 5 версии. На корпусе расположена кнопка питания, а на противоположной стороне качельки регулировки громкости. Некоторым таким образом разнесенные кнопки очень даже нравятся, так как в попытке уменьшить громкость вы случайно не выключите Smart. Звук у смартфона стерео и довольно неплохой. AMOLED E4 дисплей размером 6,62 дюйма, имеет разрешение 2400 на 1080 точек, плотность пикселей 398 ppi, есть поддержка DCI-P3, HDR10+ на борту, пиковая яркость 1300 нит, яркости экрана хватит всем. Частота обновления экрана на выбор 60-120 Гц или автовыбор. Частота дискретизации касания 720 Гц, меня она порадовала. DC-диминг в наличии, но активируется только в режиме разработчика, так что считаем, что его нет. Хотя показатели шима вполне небольшие, глаза не устают, но это все персонально, как вы понимаете. Есть функция защиты от глаз, как и возможность настроить экран под свои предпочтения. Есть Always On дисплей, он полноценный, не обрезанный, как у некоторых смартфонов Xiaomi за эти деньги. Смарт оснащен сканером отпечатков пальцев, в экране расположен слегка низко, опять же, как по мне, но к этому привыкаешь, особенно когда ты OnePlus'ами попользовался новыми, у них также. Распознавание лица срабатывает отлично, даже под углом. Второе лицо в биометрические данные внести нельзя, но недостатком в этот раз я тоже считать это не буду. Процессор Qualcomm Snapdragon 870, графический процессор Adreno 650, интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии. Оперативка LPDDR5, на выбор доступно 6 или 8 гигабайт, внутренняя память, двухканальная UFS 3.1 и на выбор 128 или 256 гигабайт. Привычный уже Wi-Fi 6 версии, есть поддержка 5G сетей, а в 4G есть Band 7. Звучание хорошее, микрофон и датчик и приближения работают адекватно. Есть запись разговоров без уведомления собеседника, линейный моторчик по оси X приятный, настроить силу вибрации можно, как и интенсивность сенсорного отклика. Bluetooth версии 5.2, GPS-модуль поддерживает 6 разных навигационных систем и точность в городских условиях 3 метра, что стандартно для Qualcomm. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, FPC-марке показал время работы в 9 часов 28 минут при 120 Гц и максимальной яркости. Smart поддерживает стандарт зарядки Power Delivery версии 3.0 и заряжается полностью от родного блока питания за 35 минут. Результаты тестов неплохие. Основной блок камер состоит из 3 модулей и 2 LED вспышек. Основной модуль на 64 мегапикселя, сверхширик на 8, макромодуль на 2, видео на основную камеру Smart пишет максимум в 4К 60 FPS, цифровая сверхстабилизация доступна только при 1080p и 60 FPS, обычная цифровая стабилизация доступна максимум в 4К 30 FPS. Фронталка на 16 мегапикселей снимает видео максимум в 1080p 30 FPS, видео Smart снимает хуже среднего, а вот фото у него отменные. Добро пожаловать в полный обзор по ссылке в описании. Минусы: нет мини-джека, нет ИК-порта, нет поддержки карт памяти, разъем USB Type-C версии 2.0, это жалко, нет защиты от влаги, нет 20-го бенда, нет модуля NFC, лютейший фейл, как по мне, нет беспроводной зарядки. В целом это очень стабильный смарт с хорошей автономностью, хорошими камерами, за исключением фронталки и заметным внешним видом. Лидер сегодняшнего топа, как вы уже догадались, это Realme GT Neo 3T. На распродаже 11.11 это топовый выбор, по моему мнению, за свои деньги. У него самый стабильный процессор, тот же Snap 870, у него частота обновления экрана 120 Гц, у него довольно мощная зарядка в комплекте и выносливый аккумулятор в желтом цвете, аппарат просто огонь. Да, корпус сделан из пластика, но он дает очень много положительных эмоций, когда берешь его в руки. Рамка, к слову, тоже пластиковая. Быстрая оперативка, быстрая внутренняя память, 2 физические сим-карты, комплект стандартен для Realme, есть и защитный чехол неплохого качества, и защитная пленка наклеена на заводе, чтобы уберечь стекло от повреждений, и блок камеры с быстрой зарядкой на 80 Вт. Габариты у смарта стандартные, весит он 197 граммов, тоже особо не выделяется от других. На выбор у покупателя есть 3 расцветки корпуса, но желтая меня порадовала больше всего. Звук у смарта стерео, есть поддержка Dolby Atmos и Hi-Res Audio. 6,52 дюйма AMOLED дисплей имеет разрешение 2400 на 1080 пикселей, плотность пикселей 397 ppi. Есть поддержка DCI-P3 и HDR10+, пиковая яркость 1300 нит, автояркость работает корректно. Частота обновления экрана может быть 60-120 Гц или автовыбор. Тач на 360 Гц, шим есть, но не выше 35%, что хорошо. Есть полноценный Always On дисплей, экран можно разблокировать с помощью распознавания лица, сканер
сканером отпечатков пальцев, либо стандартным пин-кодом, паролем или графическим ключом. Распознавание лица срабатывает даже под углом. Стабильный процессор Snap 870 работает очень даже хорошо. Оболочка Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии, оперативка LPDDR4X, доступна 8 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1. И здесь есть на выбор 128 или 256 гигабайт. Есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, ненужных нам 5G сетей. Для 4G есть 7 и 20 бенды. Вибромоторчик тактильно приятный, микрофон, как и датчик приближения, меня не подводили. Bluetooth версии 5.2, есть NFC модуль, что не может не порадовать. Также есть GPS модуль с поддержкой 4 видов навигационных систем. GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч. В PC-марке показал 9 часов 30 минут на максимальной яркости и 120 Гц экрана. Причем я стартовал тест не со 100%, а с 96%. Хотя это не важно, потому что PC-марк считает примерно, вне зависимости с какого процента я начинаю. Быстрая зарядка Super Dart Charge на 80 Вт. Смарт полностью заряжается за 38 минут. Результаты тестов доступны в отдельном ролике. В этом плане у смартфона все хорошо с производительностью и автономностью. Основной блок камер состоит из 3 модулей и LED-вспышки. Основной модуль на 64 мегапикселя, ультраширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Видео смарт может снимать максимум в 4К 60 FPS. На борту цифровой стаб. В приложении камер есть много различных режимов. Все их можно увидеть в полном обзоре. Фронталка на 16 мегапикселей может снимать традиционно для Realme лишь в 1080p 30 FPS. Качество фото хорошее, но вот качество видео меня разочаровало, так как в 4К нет стабилизации. Минусы: нет мини-джека, нет поддержки карт памяти, нет ИК-порта, как у всех Realme, разъем для питания USB Type-C версии 2.0, что плохо, как по мне, нет защиты от пыли и влаги, нет беспроводной зарядки, нет оптической стабилизации при съемке, пластиковая рамка. Резюмирую: отсутствие влагозащиты, но наличие стереозвука, отсутствие оптостаба, но неплохой цифровой стаб в 1080p, а еще хорошие баллы в синтетике, стабильная работа всех датчиков и свежая модель, которая будет плюс год, получается, относительно Neo 3 поддерживаться, ну и как минимум полгода плюс. Я однозначно рекомендую его к покупке. Резюмирую: всем, кто сомневается, не покупайте. То есть при любом раскладе, если вам нужна железка, она нужна. Если она не нужна, вы просто смотрите обзоры, выбираете под себя, и когда что-то где-то ёкнет, либо появится необходимость, вы обязательно что-то приобретете. Единственное, желательно это приобретать, конечно, на распродажах, чтобы не переплачивать. Всем, кто посмотрел данный топ, огромное спасибо. Всем, кто оставит комментарий, двойное огромное спасибо. А кто подпишется, поставит лайк, колокольчик, троекратное ура. Всем девайсам из этого топа однозначное да. Подписывайтесь на телеграм-канал Взаимопомощи, нас там больше 13 тысяч человек, на телеграм-канал Скидок, нас там уже 77 тысяч. Девайсам из топа да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.